Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Oil Rampage пройдет ядерный Мирорг. Верхняя позиция Экскал, розовый цвет, действующий чемпион мира. Нижняя позиция Vivid, зеленый цвет, топовый боец в мире генералов. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что же, вновь челлендж 1 на 1 до 7 побед. Счет на момент поединка 6-6, игра решающая, а потому напряженная. Ранее Экскал уже играл с Вивидом челлендж до 7 побед. Есть у меня танковый Мирор из прошлого противостояния. Подсказка справа вверху появляется сейчас. Поверьте, там было жарко. Челлендж в итоге закончился со счетом 7-4 в пользу Экскала. И вот второй челлендж. Как мы видим, счет на момент поединка 6-6. Решающая игра, напоминаю. И вот давайте представим, что это некий реванш такой. Хочет взять Vivid за прошлое поражение от Экскала. Ну а получится или нет, мы с вами скоро узнаем. Итак, давайте начинать. Поехал БМ от Вивида вперед. Тем временем также БМ здесь катается от Экскала. Ядерный БМ, напоминаю. Начинается здесь перестрелка. Вопрос, кто кого сейчас перебьет. Ну, тут достаточно равная такая перестрелка идет. И все-таки оба погибли. Вот так вот, друзья, получается. Здесь тем временем от Экскала красногвардеец. Хотел помешать захвату вышки, но Вивид уже все сделал. Да, вышка уже за ним. Естественно, а что касаемо захватов, кстати говоря. Ну вот две вышки справа я вижу. Точнее на центре мейна. Слева две вышки у Вивида есть. Вот здесь бы желательно уже начинать захватывать. Ну и справа внизу также вышки имеются в активе у Вивида. Но пока не захвачена нефтепереработка. БМ опять прикатил от Экскала и передавил здесь ракетчика. Там есть ответка. Также Батлмастер. И у Экскала БМ погибает. Побежал красногвардеец. Вперед, кстати говоря, что у нас по вышкам у Экскала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 вышек есть. Надо нефтепереработку захватывать, конечно же. А здесь Vivid, я так понимаю, затеял перехват. Тем временем Экскал вновь БМом прикатил. Пытается как-то всячески мешать, но, скорее всего, вот захваты будет пробовать отменять. Но пока не удается, все захватывается. БМ погибает. Так, здесь Vivid также перехват неудачно. Еще один красногвардеец погиб от Гатлинга. Так, ну и справа опять БМ от Экскала. Поддавливает потихонечку здесь Вивида. Но вот то, что остановился, это, конечно, плохо. Тут ракетчики садятся и просто начинают настреливать. Но вполне возможно, кстати, Экскал-то сейчас уйдет и как раз под сапплай. Да, и саппалтраки просто сейчас будут здесь получать. Соответственно, у Вивида будет потеря экономики. Гатлинг, БМ, я думаю, что не остановят. Тем временем разворачивается Airfield. Экскал занимается тем же самым. У него появляется здесь Хеликс. Даже два Хеликса, слушайте, причем один уже с ракетчиками. Отработал здесь Вивиду Батлмастер. Дозер поехал налево. Вполне возможно устанавливать ресурсный центр. Справа два вовсю качают. Все вышки, напоминаю, захвачены. И начинается строительство ядерной ракеты. Тем же самым и Vivid занимается. И, кстати говоря, даже побыстрее это делает. Но, понятное дело, раз у нас здесь есть Airfield, соответственно, в ядерном-то Мироре, правильно? Нам нужна ядерная ракета, ведь нам нужен апгрейд на эти самые миги. Ну и, соответственно, супероружие тоже не помешает. Прилетел Экскал, пытается пробить вышку, но там ракетчики в бункере, плюс 2 Гатлинга и улетают Хеликсы, наполучали здесь немного. Ставится казарма, вполне возможно здесь мы увидим бункер. Третий сапплай у Экскала готов, нефтепереработка захвачена. Вивид то же самое, все есть. Ну и ждем миги. Ждем миги тем временем. Смотрите-ка, Вивид, как я понимаю, вот смотрите, он ставит гатлинги. Есть бунгицы, танк также уже, скорее всего, дефается. Да, Vivid дефается. Явно он ждет эти самые миги, он ждет Хеликсы. И поэтому выставляет такую мобильную оборону. Почему мобильную? Да потому что она передвигается. Кто-то бы поставил здесь, может быть, стационарный гатлинг или бункер. Но, как говорил один мой товарищ в мире генералов Юг-сервер, и когда у тебя юнит
Мобильный — это намного лучше, ведь ты можешь передвигаться им по карте, соответственно, отражать те же самые атаки справа, слева, с центра или в глубине базы. Побежал Лотос, здесь есть миги, поэтому применять его пока рискованно, ведь его в любой момент могут отработать, нужно дождаться определенного момента. Тем временем полетел миг от Вивида и погиб. И погиб, но он убил дозер. Он убил дозер, слушайте, а тут остался у Xcala 1, и он последний, командный центр только на 69%. А что если Вивид сейчас еще одним мигом прилетит, вычислит этот самый дозер? Здесь тем более Лотос бегает, поэтому Вивид все должен видеть. А если у него у самого командный центр? Слушайте, да, командник есть. Так, ну я так понимаю, что там есть радары, соответственно, было видно, где этот самый дозер-то последний. Так, тут тем временем миг-то взлетел, но не полетел Вивид на базу. Да и при том, при всем, что дозер спрятался здесь за командником, и пробить его будет достаточно, мне кажется, тяжеловато. Лотос тем временем отработали. Бункер здесь просветил, точнее пост. Ну, можно его, в принципе, передвижным бункером назвать, ведь туда загружаются ракетчики. Ну и, соответственно, Лотос, точнее пост ездит по карте, правильно? Правильно. Тем временем Лотос ответная уже от верхнего бойца побежала вперед. Вот как раз-таки развернулся у Вивида радар, то есть ранее он не видел на миникарте этот самый дозер. С помощью Лотоса, да, ведь мог он просвечивать. Ну, по крайней мере, можно было бы и переместиться просто, да, вот так вот взять и посмотреть, где этот дозер. Но не получилось, не сделал этого момента. Так, тут тем временем миги полетели. Пробитие. Пробитие по гатлингам. Еще миги пробили по Бэтлмастеру. И пробивается. Вышка, вполне возможно, все-таки в этот раз добьет Xcala. Да, все верно. Так, Лотос по-прежнему дежурит. Дежурит под филдом. Явно ждет Xcala удобного момента. Так, Хеликсы отступили. Разворачиваются еще один военный завод. Вторая ядерная ракета. А ведь у Вивида уже, кстати, две. И он ставит третью. Тем временем перехват филда. И четвертая ядерная ракета готовится. Слушайте, вот это нас ждет замес. Так, Лотос дальше побежала. Вновь отстройка филда. Миги опять полетели, пробивают по гатлингам. Плюс еще ЕЦМ танк здесь забрали. Хорошо. Так, ЕЦМ-ка здесь стоит. На всякий случай еще два гатла. ЕЦМ танк также выкатываются. Ну и по периметру, естественно, есть позиции, есть юниты, которые не дают мигом-то пролетать. Вот так вот война потихоньку переходит в авиацию. Ну как потихоньку? Она, в принципе, практически вся здесь авиационная, можно сказать. Кто кого сейчас мигами-то перебьет. Пробивается еще одна вышка, минус БМ и гатлинг. Так, два гатла здесь от Xcala плюс ЕЦМ танк дежурят. Пытается Xcala как-то выцепить эту вышку, но надо быть аккуратным, там очень много гатлингов от Вивида, и прогоняет эту мини-пачку, но там тем временем миги залетают. Круто, очень круто. Ох, бедолага здесь Овер, конечно, как его тут закрутило. Но вот этот шаг, мне кажется, был сейчас тут Xcala опрометчивый. Иди на эти гатлинги уже полукаленными хеликсами. Хеликсы просто сливаются, но ворвался. Ворвался тем временем верхний боец. Здесь бункер, правда, мешает. Да и плюс есть пачка. Дракон идет вперед, но также до бункера не доходит. Здесь есть Бэтлмастер, который также мешает. Поэтому тоже решение такое себе на самом деле. Не получается бункер скрыть, но уничтожил одну вышку, а вторую не получилось. И летит ковровая бомбардировка. Слушайте, и она будет пробовать отрубать энергию, но ее сбивают. Она не вся, конечно же, здесь попадает. Так бы, конечно, забрал бы Xcala электростанцию. Тем временем на центре продолжается замес. Вивид отбивается с помощью наземных юнитов и мигов. Тут ответка прилетела. Авиация. Минус гатлинг и минус электростанция. Слушайте, такой Вивида уже 5 ядерных ракет. Целых 5. Но у него потух свет. У него потух свет, ему отрубили здесь с помощью арт-удара электростанцию. Здесь была потеряна с помощью ковровки и мигов. Пока света нет, но 5 ядерных ракет против 3. Ёлки-палки, а что же ждет Xcala, если все эти 5 ударят по его базе? Так, вновь. Смотрите, какой выдвинутый военный завод. Вновь пытается Xcala тут наступать на границе. Опять миг здесь залетел, но был потерян от гатлингов, но уничтожил дракон, поэтому бункер продолжает жить. Выдвинутый военный завод. Смотрите, их в ряд прям 4 штуки стоит. Вот это нечто, конечно. И постоянный непрекращающийся спам. Но Вивид достаточно круто отбивается. Пробил здесь Xcala. Уничтожил дозер, но вышка по-прежнему живет. Никак не получается Xcala подобраться. Здесь он тратит очень много сил, денег, юнитов на то, чтобы пройти к этому центру. Но Вивид очень круто на самом деле отбивается. Так, здесь попытался еще военный завод дать Xcala, но он в итоге перемещает его направо сюда, на холм. Тут тем временем упали мины через дракон, разминируют Xcala. Опять миги залетают и снова потери у Xcala.
Не получается ни к бункеру подойти, ни еще более глубже в базу зайти как-то. Ну, не удается. Так, тем временем все-таки получается хотя бы выселить ракетчиков из бункера. Но стена огня... Хотя, слушайте, ракетчики живы. Но второй дракон все-таки закрывает. Все-таки закрывает этот бункер. Тут пост, готлы, опять микс залетает. И минус еще один дракон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и здесь дракон заходит. Вышка все-таки будет сожжена. Ковровая бомбардировка. Ну, 2 дракона забрал. Ладно, бог с ним. Хотя бы не впустую, да, как-то. Миги продолжают здесь у Xcala на дежурстве стоять. Вышка сжигается. Драгон танк, скорее всего, сейчас погибнет. Да, он в ловушку попадает. На 2 бункерах просто сливается. Ответные миги минус гатлинг. Так, еще один дракон. И готова уже у Xcala ядерная ракета. Слушайте, да, и она взлетела. Она взлетела. Вопрос, куда он будет бить. Куда будет бить Xcala? По энергии. Он вдарил по энергии, прокалил здесь ядерную ракету, но в перегруз сразу пошел реактор и готов ответный залп от Вивида. Вопрос, куда? Куда ударит? По вышкам. Минус 2 вышки, минус бункер и минус пост. Шикарный, шикарный залп на самом деле. Xcala пытается блокировать энергию Вивиду, но у него это не удается совершенно, а вот Вивид бьет по вышкам. Ну, в принципе, Xcala Вивиду-то вышки здесь убил 2 штуки. Поэтому по вышкам-то они сравнялись пока что. Так, тут миги залетают. Минус бункер, готлы на дежурстве. И был 1 миг потерян. Остальные возвращаются обратно. Так, тут тем временем драконы. Так, коровая бомбардировка по бункеру. Минус гатлинг. Драконы зашли, правда, были уничтожены, но минус еще 1 вышка. Так, здесь Драгон танк стоит, разжигает, просто чтобы тут никто не прошел. Но гатлинг-то так сливать, Xcala. Ну как же так, а? Собственный гатлинг спалил. Ну как же так, а? Ну вот слушайте. Так, тут 2 котла выкатились. Также на дежурстве, чтобы миги не пролетели. Так, ответные миги. Ой, хорошо, залетел. Какой же залп. А просто вот вся линия обороны сейчас легла. Ну там 2-я, пожалуйста. Есть гатлинг, БМ, еще 2 готла. И готова еще 1 ядерка сейчас у Вивида. Слушайте, а ему было бы неплохо вот эти 3 ядерные ракеты на самом деле починить. Полетел арт-удар. Вопрос, куда на этот раз? Так, ну только от Вивида и минус пропаганда. Электростанция пока живет. И залп. Полетел залп. А сколько филдов, кстати, у Xcala? 2 филда. Куда будет бить Вивид? По вышкам. По вышкам, минус вышка, минус НПЗ, но 2-я выжила. Чудом каким-то на самом деле. Каленый, так, здесь дракон, но подойти не удается. БМы контролят. Так, и очень много гатлингов, слушайте. Ну там тяжелая техника пошла, как бы. Пока эти БМы здесь закроют, очень много гатлингов на самом деле погибнет, как бы не все. Ну завод куча просто у Xcala, но не получается у него лютым спамом как-то задавить Вивида здесь. Он достаточно грамотно отбивается на самом деле. Попытался здесь предпринять какую-то попытку атаки, вроде бы как даже, да? Но, в принципе, здесь так много всего, что тут... О, миги, как же это больно. Ну как же больно эти миги лупят. И еще 1 ядерка, слушайте, залетает. Да. По ядерным ракетам. Ну, 1 снес. Арт-удар там летит. Так, тут тем временем есть еще 1 наготове у Вивида. Она вот она справа. Арт-удар. И как-то... Да, еще 1 ядерная ракета была закрыта. Ответный залп полетел. Плюс ковровая бомбардировка. Что будет бить Вивид? Ой-ой-ой. Минус вышка, минус военный завод. Тут здесь ковровая бомбардировка, минус фил. Здесь также еще и был сапплай закрытый. Слушайте, ну какое же мясо идет, а? Просто уследить за всем, ну нереально, ну так же много событий, что я просто, ну у меня глаза разрываются, и руки, и так далее. Это реально тяжело. Так, ну опять же, вот опять на границах у Вивида идет замес. Очень много обломков от танков осталось, но по-прежнему Xcala не может пробить Вивида. Вот сколько вот он бы не пытался, все равно у него это не получается. Новый залп ядерки пошел. Куда на этот раз будет бить Xcala? Посмотрим. Посмотрим, тут еще и... ух ты, по вышкам. НПЗ снес, 2-я жива. И полетела Эми-бомба. И здесь временно перекрывается командный центр. Соответственно, временно нет повышений. Еще 1 ядерная ракета готова. Где она? Вот она. Взлетает. Куда полетит-то? И ковровая бомбардировка ответная сейчас от Xcala. Ой, по филду. Ой-ой-ой-ой-ой. Филд почти добил. Минус электростанция, казарма и военный завод. Боже, что происходит? А дракон пошел вперед. А там каленый военный завод. Наполовину, правда, но тем не менее. Каленый, так, через повышение Xcala стащил у Вивида деньги. А что вообще у нас по экономике у каждого из бойцов? Военный завод, кстати, спалить так и не удалось.
Давайте посчитаем. Раз, два, вышки вижу. Вот третья. Экскал поехал ее как раз таки чинить. Справа 2 вышки было убито. Здесь также вышки нет. Получается, осталось в сумме 3. Что же касаемо Вивида. Раз, два, 3. 3 вышки у каждого из бойцов. Саплай, я так понимаю, все. Да, саплаи кончились. Денег уже тут не добудешь. А вторички ни у кого из бойцов нет. Ну, я даже не знаю. Сейчас, конечно же, так будет, мне кажется, тяжеловато каждому. Военные заводы Экскал распродавать начал. Так, здесь мины прокинул, похоже, что Вивид. Это Эми бомба. Полетела, скорее всего, на командник. Попытается сейчас, скорее всего, Вивид блокировать повышение и Ух ты, еще и вместе с ядерной ракетой отодвинул. Так, тут тем временем БМ заходит вперед, а тут каленые электростанции, слушайте. А что делать? А надо пробивать. А надо пробивать электростанции, глушить. Глушить, конечно же, нужно сейчас энергию-то Вивида, чтобы ядерные ракеты-то не запускались. Хоть время какое-то выиграть, но не удается. Ну вот Миг залетел, и Батлмастер выживает. Слушайте, а ну как же не везет-то? Ну как не везет? Так, тут ответные Миги также перебили здесь танки Экскалу и минус Гатлинг. Ой-ой-ой-ой-ой, Экскал отодвигается, слушайте. Отдвигается обратно на мейн. Еще Миг от Вивида залетел, и минус еще 2 юнита. Каждого из бойцов, конечно, базы сейчас потрепаны, я считаю. Но, судя по миникарте, по крайней мере, да, вот расположение точек Вивида как-то вот больше у него, да, на мейне. Вот как-то так кажется, по крайней мере. Так, и залп пошел. Пошел залп. И куда ударил Экскал? По вышке, по электростанциям. Но остается у Вивида энергия. Все-таки продолжает Вивид жить. Есть электростанции еще у него, хватает. Так, а тут тем временем ковровка прилетела. Военный завод остался жить. Ну и, в принципе, все остальное тоже, в принципе, живое. Поэтому, как бы, ну, ничего такого эта ковровка не сделала. Но вот арт-удар, вполне возможно, сейчас убьет этот военный завод до конца. Так, тут тем временем пошли юниты вперед. Это мины от Вивида, поэтому этим юнитам не страшно. А вот арт-удар полетел, и Экскал понял, куда. Вивид просто убил вышку. Он не стал бить военный завод, он убил вышку, а военный завод в итоге Экскал сам распродал. Подумал, что туда будет бить Вивид. Тут тем временем Миги залетели. Минус Гатлинг. Так, ну и пошла ответочка. Пошла наземная ответка. Так, тут Миг вдарил, забрал пост. А пехота, скорее всего, сейчас на ядерных осадках просто погибнет. И ковровая бомбардировка полетела. БМ подходит к филду, но выживает. Слушайте, ковровка прилетает на филд Вивиду. И минус. Так, тут тем временем Гатлинг. И БМ прикатил, слушайте, так это блокировка филда. А тут тем временем Гатлинг на Гатлинге удается Гатлинг Экскалу перебить. И пробивается военный завод. И все, филд в блоке. Филд в блоке, дозер минус, пробивается электростанция. Вот тут бы дракон бы, конечно, бы не мешал бы. Ну или БМом пробивать этот военник, почему бы и нет. Пробивается электростанция, а Гатлинг потихонечку филд уничтожает. И залп ядерной ракеты от Вивида. Куда ударит? Ага. Минус бункер, минус электростанция, минус часть пехоты. И блокировка. Блокировка военного завода. Ракетчики будут пытаться, я так понимаю, сейчас сражаться с Батлмастером. Но он передавливает Экскал, даже минку не вешает. Ну как же так, а? По ядерным ракетам, конечно же, сейчас бойцы равны. Подъехал танк дракон, и военный завод ложится все-таки. И падает электростанции. Точно, да, вот она, электростанция здесь легла, минус филд. И получается, что не было света временно у Экскала, но он вовремя успел отстроиться, и полетел арт-удар. Вопрос, что будет пробивать. Ну, вот здесь 2 электростанции есть. И обе минус. Но есть у Вивида. Почему хватает у него энергии уже сколько? И уничтожил электричество здесь Экскал. Но по-прежнему есть у Вивида энергия. И он заходит. И он заходит уже на оставшуюся, наверное, какую-то базу Экскала. У него осталась одна последняя вышка, минус дозер, пробивается электростанция, заходят еще здесь наземные юниты, готова ядерная ракета у Вивида. И танки-драконы просто сейчас работают, ядерка запустилась, что она будет пробивать сейчас? Военный завод, электростанцию, ядерная ракета заморожена, прожигается командный центр и все. Экскал терпит поражение. Слушайте, ну интересный момент на самом деле. Всю игру Экскал давил. Ну по факту. Всю эту игру он оказывал давление. Но в
какой-то момент это давление угасло, возможно из-за недостатка ресурсов, и Вивид просто собрал все, что у него было, и передавил действующего чемпиона. Счет в итоге стал 7-6 в пользу Вивида. Поздравляем, естественно, congratulations, Экскал, прими соболезнования, вновь поражение. Вообще, на самом деле, в конце этого видео мне бы хотелось бы пожелать Экскалу, наверное, удачи. Да, последнее время старина проигрывает. Проигрывает довольно часто, я считаю. По крайней мере, по моим наблюдениям. Возможно, я ошибаюсь. Но давайте мы не будем, как говорится, критиковать как-то действующего чемпиона. Все мы имеем право на победы, поражения, на ошибки. Поэтому давайте просто пожелаем старичку удачи. Я думаю, что у него еще достаточно много пороха в его пороховнице. И я думаю, что он еще задаст жару. И вопрос напоследок. А что, если это такая тактика? А что, если Экскал прикидывается таким слабым и беспомощным, но на мировой серии он как даст? И тогда все просто опять, ну, обалдеют, что ли, а Экскал опять откроется с новой стороны и возьмет чемпионство. Поэтому good luck, Экскал. I believe in you. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.